Развязка битвы в Синдзюку. Официальное объяснение от Акутами Гэга про последний палец Сукуны, решающий удар Итадори и возвращение рыжей бестии. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую манхуа вы сможете на rimanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. В этот раз Акутами порадовал нас обилием цветного материала, ибо магическая битва заняла центральное место на обложке журнала Weekly Shonen Jump, запечатлев финальное столкновение главного героя с Рёменом Сукуной. Также мангака сделал для нас цветной разворот с песиками Итадори, Годжи, Мегуми и Набары. И вишенкой на торте стала демонстрация обложки 28-го тома магической битвы с Ютой Акоцу. Сама же глава начинается с флешбека с Ютой и Годжи на тренировке по обмену душ, в котором Акоцу хотел, чтобы сенсей отдал ему последний палец Двуликого для того, чтобы Рика съела этот проклятый предмет и скопировала его проклятую технику. Кстати, в этом флешбеке Сатору находился в теле своего ученика, так что не удивляйтесь тому, что в объяснении повествования персонажи не соответствовали своим именам. Годжи же отклонил просьбу Юты, поскольку считал, что у него не получится выполнить задуманное, ибо даже если Акоцу и удастся скопировать проклятую технику Сукуны, то у него не будет представлений о том, как ее использовать. Ведь даже когда он скопировал технику Инумаки, ему потребовалась помощь самого Тоге. К тому же Сатору считал слишком рискованным терять их связь с Двуликим, ведь именно эта так называемая связь является их ключевым фактором в этой смертельной битве. После тренировки Юта объяснил Мэй и Юди, как работает его копирование техник. Для этого, как уже говорилось, Рика должна была съесть часть тела того, чью технику нужно было скопировать. А от того, какая это будет часть тела, зависит фактор количества применений этой скопированной техники. То бишь, для того, чтобы максимально использовать эту способность, можно посчитать, что Рике нужно сожрать ту часть тела шамана, которая являлась его жизненно важным органом. Но в ту же очередь, по словам Акоцу, можно было обойти это ограничение, используя связующую клятву. Вот только если эта часть тела будет возвращена с помощью обратной проклятой техники, тогда условия не будут соблюдены и копирование аннулируется. Кстати, из-за того, что руки Инумаки и Ханы, как говорится, невозможно было восстановить, Юта использовал их для того, чтобы Рика скопировала эти техники. Был еще один смешной момент, ведь Юта поглотил часть грудной клетки Чарльза, которого Хакари уверял, что его рана будет исцелена, но уже позже, как все закончится. То бишь он не давал ему восстановиться, пока Акоцу нужна была его техника. Мэй также поинтересовалась у Юты, знал ли он о резонансе душ Итадори и Сукуны. И поскольку он уже был проинформирован об этом, Акоцу хотел использовать эту связь главного героя перед столкновением с Двуликим. То есть это он забрал безымянный палец Итадори для того, чтобы скопировать технику Рёмена, ибо он был уверен в том, что после нахождения короля проклятий в теле Итадори в нем отпечаталась его проклятая техника, поскольку Сатору Годжи подтвердил это с помощью своих 6 глаз. После этого мы переносимся в настоящее, прямо в момент, когда Сукуна попытался активировать свое расширение территории, но тогда он так и не смог открыть свое РТ, поскольку его шокировало то, что у Юти не было еще одного пальца, помимо того, который он оторвал для того, чтобы переместиться в тело Мегуми Фушигура. Поняв, что когда он сражался в домене Акоцу, Юта жестко его налюбил, заставив поверить, что он проглотил его последний палец, дабы скопировать его проклятую технику. Также нам показывают тот самый палец Сукуны, продемонстрированный в предыдущей главе. И как оказалось, он находился совершенно не в Итадори или в его расширении территории, а вообще в другом месте далеко от поля битвы. И в этом месте находились также Утахима и Гакуганди, которому было интересно, возможно ли вообще сделать то, что они намереваются с проклятым предметом особого класса, если его невозможно было уничтожить ни физически, ни с помощью проклятых техник. Но по словам Утахимы, она уверяет его, что если будет применена связующая клятва, тем самым исключив уничтожение проклятого объекта и воздействие будет сосредоточено исключительно только на применение эффекта техники, тогда возможно ей удастся это сделать. Хотя Ута и была обеспокоена тем, что она только очнулась. И да, говорила она именно о Набаре Кугисаки, которая с двух ног влетела в
в эту главу, говоря: «Радуйтесь, мальчики, я вернулась». После чего, применяя технику резонанса на последнем пальце Двуликого, в момент, когда в него через куклу был вогнан гвоздь, Сукуна ощутил дикие конвульсии, будто его пронзило насквозь. Осознав, что на его душу сейчас была применена техника Кугисаки, понимая, что теперь его дела плохи, ибо из-за нее он теперь не может раскрыть свое расширение территории, чтобы подавить РТ противника. Увидев это, ГГ осознал, что Нобара жива, даже прослезившись в этот момент. После чего, не теряя времени, Итадори тут же применил на противнике разрез души и, не прекращая давления, врезает Двуликому с колена в голову, а затем еще и хук справа залетел, отчего противник даже проблевался. Но Сукуна еще не сдавался и нанес ответный удар своему оппоненту. Король проклятий был в бешенстве. Он все еще считал, что Юдзи не сможет справиться с ним своим импровизированным расширением территории. К тому же уверенность в своей победе ему придавало то, что Сукуна видел, что ГГ уже давно вышел за пределы своих лимитов, ибо Итадори уже долгое время не использовал обратную проклятую технику, дабы залечить свои раны. А поскольку РТ сжигала слишком много проклятой энергии, Двуликий считал, что победителем в этой битве выйдет именно он, нанося стремительный удар по главному герою. Вот только приняв эту лобовую атаку, Юдзи незамедлительно залетает со своим отложенным ударом дивергента, тем самым сбив с толку своего оппонента. После чего, приняв стойку для следующего удара, говоря, что пора уже положить конец этому проклятию вечной цикличности, Итадори наносит финальный удар черной молнии, вырубив Сукуну. Что же, вот видимо и настал конец этой битве, ибо если посмотреть на комментарии редактора Джампа, в котором он говорит, что настал конец затянувшейся битвы, как-то сразу приходит понимание, что Сукуна больше не ресница. Нет, и так было очевидно, что его победят, но я не думаю, что такая концовка сражения, как говорил Акутами Гэга, которая порадует всех, действительно всем понравится. Короче, ждите ролик, в котором мы подробно поговорим о конце магической битвы, ибо портить в этом ролике триумфальный настрой 267 главы я не хочу. На следующей неделе перерыва не будет. Скорее всего, как-то будут возвращать Мегуми, да и в целом интересно посмотреть, что же сделают с Сукуной, ибо его не убили. Так что посмотрим, что нам покажет Акутами в следующей главе магической битвы. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.